Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Она честна о вас. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. И снова наш любимый император. Вот я вам скажу, что вы не такой простой человек, как хотите, может быть, казаться, да? У вас есть и характер, у вас есть такой вот, мужской стержень. За вами можно быть, как за каменной стеной. Другое дело, что я не вижу рядом женщины, которая могла бы спрятаться за этой стеной. У вас есть деньги, я не скажу, что это очень большие деньги, но как-то судьба всегда к вам бывает благосклонна, и, к счастью, деньги всегда вы можете заработать, подработать, то есть я не могу сказать, что у вас там какие-то серьезные проблемы. Женщина, которая для вас была важна и нужна, она сейчас находится на расстоянии. Это могут быть какие-то конфликты, да, это могут быть разводы, разрывы, то есть когда люди живут на расстоянии. Вы сильный мужчина, но я вам скажу, что со временем вот вы становитесь еще сильнее. Вот вы поглощаете вот эти все жизненные уроки, вы настолько уже закалились вот этими всеми проблемами. Это, кстати, снова у нас выпадает уже, ну не один раз уже выпадало, да, в сигнификации. Вот именно какая-то вот закаленность из-за вот этих всех передряг жизненных, из-за обмана, да. Это может проигрываться, что вы стали более колкий такой, да, может быть не такой мягкий с людьми. Это касается вообще всех людей. То есть, если раньше вы были более покладистый, может быть, где-то смолчите, на что-то закрывали глаза, то сейчас вы можете и дать отпор обидчику, вы можете человека поставить на место, то есть вы показываете свое «я». Вот раньше вы были немного другим человеком. Еще что у вас в жизни проигрывается? Вот может также, смотрите, у некоторых из вас опять, ну вот опять, да, без этого никуда. Довольно часто у нас с сигнификацией получается, что вы стоите как на распутье. Вот хочется помириться с бывшей, но не знаете как, а стоит ли, а получится ли, а вдруг все начнется сначала. То есть и хочется, и колется. Опять же говорю, это у некоторых, да, вот есть еще надежда, есть еще вот, пусть 1%, но на примирение и надежда есть. Плюс еще в вашей жизни проигрывается какая-то вот своего рода тупиковая ситуация. У каждого будет по-своему. Это может быть связано у кого-то с работой, да, вот, может быть, на работе там какие-то проблемы, закрывают, увольняют, да, ну, то есть все, что касается работы, вот тупик, уйти или остаться, допустим. У других же может быть тупик в личной жизни, да, вот особенно те, кто любили свою жену очень сильно, с которой расстались, и сейчас вы не знаете, как жить дальше, а смогу ли я, а встречу ли я, да, а нужно ли мне вообще кого-то еще заводить. Ну, то есть у каждого это будет проигрываться по-своему. Причем я вот скажу вам, вы такой человек еще, когда вам нужно что-то, да, это касается, вот я думаю, скорее даже и любви, наверное. Хотя и в работе вы такой. Вот если что-то для вас вот очень важное, но вы помчитесь и на край земли вы горы свернете, только чтобы добиться. Это касается и работы, и отношений, и всего. Вот вы, когда влюбляетесь, вы готовы и среди ночи мчаться к любимой женщине. Ну, то есть такой момент вот в вашем характере, да, вот вы настолько вот очень тепло и трепетно относитесь вообще к женщинам, когда вы влюбляетесь, когда у вас есть отношения. Другое дело, что сейчас вы, ну, как-то разуверились, что ли, в женщинах.
И вы сейчас вот реально, может быть, даже в тупике. А получится ли встретить ту самую единственную, да? То есть вот есть некая неопределенность. Давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад. Женщина очень активная. Причем вот вы считали, что она будет вот, ну, как бы раз и навсегда в вашей жизни. Вот настолько вы ее любили, боготворили. Женщина активная, сексуальная, довольно такая, любящая командовать. Ну, себе на уме дамочка. Эгоистичные нотки. Может проигрываться конфликтный довольно характер. Она, знаете, вот она поначалу была немного поспокойнее как-то, ну попроще что ли, вот когда вы только познакомились с ней, либо же когда только начали жить, она была, ну, ну не то чтобы кардинально другой, но попроще как-то была. Опять же я вам скажу, что вот она виновата во многом, что произошло между вами. Вот этот человек всегда как-то пытается переложить свою вину на других. Она вот такой человек, который может накосячить, что-то сделать, но обставить, проманипулировать так, что виноват будет кто-то другой. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Да, с ней у вас закончены отношения, хоть вы некоторые мечтаете помириться. Нет, отношения однозначно по десятке мечей у нас закончены. Женщина, которая очень любит мужчин, женщина, которая любит интим, причем она, я думаю, она сама может и познакомиться, и сама охмурить, вскружить голову мужчине, ну то есть такая падкая женщина. Я пытаюсь так очень деликатно подбирать слова, чтобы никого не обижать. Давайте-ка теперь спросим у карт, что же она думает о вас. Вот вы расстались, да, разошлись. Что же она все-таки думает о вас? А, кстати, смотрите, интересно выпало. Почему-то она считает, либо же, может быть, кто-то из доброжелателей ей сказал, что вы ей изменяли. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот она почему-то уверена, что вы ей изменяли. Может быть, даже проигрываться, что у некоторых она сама начала изменять в отместку. Так, что это за измена? Что это было? Интересно. Смотрите. Какая ситуация получается? Кто-то из ваших недоброжелателей. Это может быть и ее, ну, в кавычках, да, недоброжелатели ваши или же ее. Они наговорили гадостей, да, про вашу измену. Правда это, неправда, да. У кого-то, может быть, из вас и правда была измена. Но смотрите, ей донесли про вашу измену. Может быть, она даже с вами не поделилась этим, но вот из-за этого она могла пойти направо-налево с другим мужчиной. Вот знаете, у меня вот сейчас проигрывается такая ситуация, что именно вот человек, с которым, скорее всего, она в конфликте. Это может быть женщина какая-то, подружка, приятельница, с которой она поссорилась, да. Ну, то есть какая-то недоброжелательница, которая ей завидовала. Она наговорила гадости. Допустим, что она где-то с кем-то вас видела. Ну, когда вы еще вместе жили. Она наговорила ей о вашей измене. После этого вот эта ваша распрекрасная дамочка пустилась во все тяжкие. Такая ситуация проигрывается. Понимаете? То есть она, скорее всего, вот я склоняюсь, что она держала это в себе. Она могла, вот когда узнала про так называемую вашу там, ну, липовую или не липовую измену, она это держала в себе, скорее всего, ей было тяжело, ей было плохо. Вы могли заметить в тот момент какую-то агрессию ее,
Это могла быть какая-то холодность, это отдаление, но, может быть, вы не поняли, что происходит, почему она вдруг так начала себя вести. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Но то, что здесь поработала какая-то вот так называемая недоброжелательница, это однозначно. Вот человек, который хотел специально вас рассорить, разругать. Это кто-то из ее ближайшего окружения, с кем они либо поругались, что-то не поделили. И вот она, знаете, вот женская, вот сделала такую женскую месть, наговорила на вас, понимаете? Что же она думает о вас? Она считает вас довольно умным мужчиной. Она все-таки, знаете, она прекрасно понимает, что вы ее любили, а может быть даже думает, что вы сейчас ее любите. Она, в принципе, она ценит и ценила то, что вы делали для нее. Просто она не всегда это показывала, потому что, ну уж характер такой у нее не очень-то приятный и не очень-то простой. Она понимает, что вы и добряк. Она понимает, что вы ее любили, кружили, исполняли все ее хотелки. Она считает вас довольно умным, кстати, мужчиной. Даже вот если у кого она там в скандале, может быть, наговорила гадостей, это всего лишь были такие вот импульсивные какие-то моменты. Просто чтобы уколоть. Но, знаете, вот есть некоторая такая жалость к самой себе. Вот она жалеет, что она так поступила, я имею в виду предательство. Она жалеет, что она все-таки не смогла как-то вот поговорить, урегулировать, да, вот ваши отношения. Она не могла повернуть все так, чтобы вот это все, что между вами произошло, чтобы оно пошло другим путем. То есть, понимаете, с одной стороны, у нее дилемма. Она считает, что вы там изменили, допустим, потому что на 100% она не знает, правда это или нет. Потом пошла она накосячила в отместку. И так оно все понеслось, как снежный ком. И она вот жалеет, что она не прояснила с вами эту ситуацию, не выяснила, да. У нее все равно остались вот некоторые сомнения, а правда была ли измена, а не было ли измены. Ну, то есть это все осталось. И осталась своего рода такая вот ностальгия. Вот ностальгия, когда были вместе вы, когда все было хорошо, когда можно было еще как-то все наладить и спасти. Вот она ностальгирует за вами. Причем я не могу сказать, что она там безумно бредит вами или что. Ну, такая какая-то, знаете, грусть присутствует. Грусть и ностальгия. Она прекрасно понимает, что она ничего не сможет уже поменять. Уже много было сказано и сделано. Она прекрасно понимает, что у вас тоже очень много обид на нее. Поэтому это на уровне всего лишь ее каких-то вот внутренних, что ли, переживаний. Она, видите, она вас вот работящим представляет. Она прекрасно знает, что вы умеете зарабатывать, вы зарабатывали для нее, вы вкладывались. Вот этого ей очень сильно не хватает. Вот она скучает за своим состоянием рядом с вами. Потому что, я думаю, ну каждый из вас знает, какое это потрясающее состояние, когда рядом есть человек, который для тебя что-то делает, который тебя любит, старается, да? Ну, по крайней мере, хотя бы в начале отношений, я думаю, вы это прочувствовали, да? Напишите в комментариях, было у вас такое ощущение или нет. Она очень скучает именно за вот этим вот. Именно состояние нужности, когда тебя любят, когда вот вы вкладывались. Вот за этим она скучает. Но в то же время она поняла, что поезд ушел. Поэтому сказать, что она счастлива сейчас, я не могу абсолютно. Причем, я думаю, вы заметили, что и в других раскладах довольно часто показывает, что у бывшей, ну, счастья нет как такового. Ну, нету. Ну, бумеранг в действии, ну, по-другому просто быть не может.
А то, что присутствует ностальгия, то, что она понимает, какого мужчину она потеряла, ну, это из той серии, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот как-то так. Поэтому пусть ностальгирует, пусть кусает локти. Ну, сделать она уже ничего не сможет. Поезд ушел. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!